Друзья, всем привет! Вот и подошел к концу второй сезон. В этот раз мне захотелось показать вам, что существует не только Китай с огромными небоскребами. Ну и что существует Китай немножко другой, с маленькими городами, колоритный Китай. В таких местах я еще не был. Это атмосфера, ее нужно прочувствовать. Китайцы вот такие вот. Почему я вообще поехал в Китай? Потому что очень важно с китайцами налаживать отношения. О, здорово! Сколько лет, сколько зим! Что ты, как дела? Здорово! Есть такое понятие в Китае, как гуанси. Для китайцев очень важно наладить отношения со своими партнерами. Китайцы работают круглосуточно, и, соответственно, им очень важно работать с комфортными для них людьми. Для китайцев намного круче иметь там порядка 5 партнеров и идти вместе с ними всю жизнь, чем иметь там огромное количество партнеров, которые ты сегодня увидел и завтра забыл. Друзья, хочу обратить внимание на то, что полгода назад пришел, здесь были эти люди, спустя полгода пришел, здесь эти люди. Что это значит? Что ребята играют в долгую. Это тоже друзья, да? Ты не обманываешь? Не, я постоянно здесь работаю. Обманываю один раз больше никого не надо. Один раз пидорас. Да. Что? Один раз пидорас. Все они ищут долгоиграющие отношения, все они ищут партнеров на всю жизнь. Let's go to our factory. Yeah, okay, let's go. Когда работаешь с людьми 10 лет, они могут приехать за 3-9 земель за вами в аэропорт. Китайцы очень много путешествуют, у них есть очень много крутых мест. Мне захотелось вам показать, что в Китае, например, горы и инфраструктура в горах намного лучше, чем в Австрии или Швейцарии. Везде порядок, чистота, все идеально работает. Даже колоночки с китайской музыкой стоят по всем горам, по всем тропинкам. Именно в этот момент ты наполняешься вдохновением. Часто у вас бывает такое, чтобы аж дух захватывало? И хочется двигаться вперед, 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 вперед. No. Let's go, let's go. Самые длинные ступеньки в моей жизни. Блин, друзья, мы сделали это! Те люди, которые путешествуют, да, подтвердят, что ты когда путешествуешь, картинка твоя постоянно меняется. Когда ты видишь одни фабрики, другие, третьи, четвертые, потом людей одних, вторых, третьих, четвертых, и ты просто там на досуге можешь сесть, подумать, поразмышлять, и реально как бы просто это видно вот так. Да? Почему у одних людей получается, у других нет. Действуйте, друзья. Реально такой контраст, когда ты приезжаешь в Китай и видишь этих людей, которые 24/7 работают. Ты тоже, как предприниматель, 24/7 работаешь в онлайне, и ты здесь приходишь, а здесь, короче, что там, 90% людей. 7 часов. Я побежал домой. А чего у меня квартиры нет какой-то классной? А чего я на машине на крутой не езжу? Интересно. Начинающих предпринимателей, которые только там собрались, знаешь, вот как я хочу начать бизнес, побежал, 2 месяца попытался, блин, этот бизнес с Китаем полная фигня там, или я не знаю, там те люди, которые одним делом долго занимаются, они очень ценны, потому что, ну, то есть у них есть понимание, да, то есть как бы успеха. Успешный предприниматель всегда берет и делает, несмотря ни на что. Сложность есть всегда и у всех. Не бывает такого, что у одного идет как по маслу, а у второго не идет. Надо пробовать, да, то есть Китай хранит в себе большую потенциальность, здесь очень
хороший рынок. Нормальным предпринимателям советую не сидеть дома, а двигаться. В любом случае вы найдете свою нишу, вот так вот пробуя там в одном или во втором направлении. Вот это жизненная позиция, что ничего не надо бояться, ну поехал там, посмотрел там, знаешь, не знаешь, на месте определишься. Я наблюдал огромное количество людей, когда люди приезжают, на них сразу действует эффект просто такой вау. И я всегда перед поездкой говорю: ребята, поставьте себе цель. И люди под эффектом вау там 2 недели проводят, возвращаются. Блин, идея 1, 2, 3, 4, 5, нужно ехать снова, да, то есть для того, чтобы реализовать эти цели. Поэтому я всегда рекомендую поставить себе цели изначально, и когда ты приезжаешь, ты закрываешь все свои цели, и ты прям как ракета растешь. С китайцами очень прикольно торговаться. Да ну не гони. Не, давай дешевле. Но нужно знать нюансы. 15? Окей. Это можно наторговаться и получить некачественный товар. Но я не верю, что здесь 35 тысяч, но это полный развод. How many inside? This 35,000. No, 20,000. Окей. То есть написано 35 тысяч, он мне прямо сейчас говорит: не-не-не, там не 35, там 20 тысяч, друзья. Китай сделает тебе товар за ту цену, за которую ты хочешь. Ты будешь думать, что ты у него выторговал, и ты такой красавчик, а на самом деле он понизит в качестве твой товар, и все. И ты при получении товара осознаешь, что ты лох просто. Когда вы торгуетесь, вы должны уже четко иметь в руках тот товар, за который вы торгуетесь. Сначала она называет 260, ты говоришь: не, давай 200, она говорит: нет, было 280, а стало 260. Типа, я тебе сразу последнюю цену называю. Уже 250. Все. Просто нужно уходить, и они дают ту цену, которую вы называете. Те люди, которые приезжают в Китай, у них настолько переворачивается вообще сознание, что они уже не могут по-другому. У них ритм жизни меняется, они приезжают и понимают, что насколько медленно все происходит, например, в той же Украине, и насколько быстро все в Китае. И когда ты постоянно соприкасаешься с Китаем, ты просто не можешь стоять на месте, ты растешь вместе с ним. Поменяется мировоззрение навсегда. Вы начнете зарабатывать больше. С китайцами просто заводить знакомство, особенно иностранцам. Много друзей из Украины. Одесса. Хмельницкий даже. Your Chinese name. Chinese name Lella. Lella. Yes. And what is your English name? Thank Thank you very much. Have a nice day. you. You're welcome. Для них такое, да, там, понятие, что там, иностранец — мешок с деньгами. Когда ты приходишь сюда со славянским лицом, у тебя все дороже. И ты на самом деле можешь быть не мешком с деньгами, но у них такая картинка мира. И, соответственно, как бы они понимают, что у них есть огромный там рынок товара, да, то есть производства, и для них нужен рынок сбыта. И ты можешь быть той точкой сбыта на там, европейском рынке, либо на американском рынке, которой они не могут быть сами. Кстати, по поводу китайской кухни. Для тех, кто приезжает обычно в Китай первый раз, она может показаться немножечко экзотичной. Свиные копыта лежат. А что это вообще такое? Чикен мяу? С кошкой, как вы думаете, это чикен? Вот жабы вообще, смотри. А вот чувак сразу это все готовит на кухне. Короче, непонятно, что это такое. В кустах растет? Так я в кустах возьму, чувак. А что это жарится вообще? Что это такое? Не, я пока такое не буду. Последний день, может быть, но не в первый. Но на самом деле в Китае есть где вкусно покушать. Эти места нужно знать. Поэтому я рекомендую тщательно подготовиться. Либо вам нужен
хороший путеводитель по Китаю, который сразу приведет вас во вкусные места, либо самостоятельно нужно в интернете поискать эти места. Я давно планировал поездку в Китай, но хотел ехать обязательно с человеком, который занимается этим. Я открыл для себя Китай вообще с новой стороны, как бы то, что я думал о нем, и то, что в реальности, это две разные вещи. Моя первая поездка в Китай, я впечатлен многими вещами, в том числе и выставка очень понравилась. Я лично нашел новые полезные знакомства, которые, я думаю, в будущем буду использовать. Проще всего приехать на Кантонскую ярмарку, зайти в павильон своей темы, и ты увидишь, если часто повторяемый продукт в своей теме, да, то есть это значит, что этот продукт уже давным-давно зашел на китайском рынке. Экономичные, компактные электромобили – это определенно тренд. Они здесь стоят практически там на каждом пятом, седьмом стенде. Прикольно, слушай. Как вы думаете, зайдут такие? По-моему, круто. И тебе стоит обратить на него внимание, он, возможно, станет трендом в ближайшее время. Мне в соцсетях регулярно пишут огромное количество людей, реально в день, там 30-40 запросов, вопросом: Артем, чем мне заняться, помоги, пожалуйста. Кстати, был один интересный случай, буквально пару дней назад подходит ко мне парень на кассе, вот люди подходят просто в супермаркетах где-то, да, так вот подходит ко мне парень на кассе в супермаркете и говорит: Артем, подскажи, пожалуйста, у меня там есть бизнесы разные, есть 100 тысяч долларов, хочу их вложить в бизнес в Китае. Ну, там, кассирша вот такими глазами смотрит, типа, что происходит вообще. Вот, то есть вот люди просто подходят, хотят вложить денег, но не знают, то есть нет идей. Что для этого нужно сделать? Просто собрать вещи и поехать в Китай. Если у тебя есть 100 тысяч долларов, да, даже если у тебя там 10, ты просто летишь в Китай, и ты вот так находишь там себе сотню идей. Ну а если ветер в кармане дует, то учитесь уже из дому, но когда сможете заработать нужную сумму, обязательно съездите в Китай, для вас это будет 100% каким-то новым веянием в вашем бизнесе. Сейчас я вернулся домой, набираюсь сил и в ближайшее время еду снимать 3-й сезон выпусков самого качественного контента на тему бизнеса с Китаем. Так что ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда выходит следующий выпуск 3-го сезона. И жду вас в Китае.